Впервые о существовании письма Мессинга стало известно в 1991 году. Сотрудник архивного отдела одной из московских спецслужб рассказал об этом на условиях полной анонимности. Он утверждал, что документ хранился в запечатанном конверте с маркировкой «Особо важное, не вскрывать без приказа сверху». Конверт был без обратного адреса, но почерк на нем совпадал с тем, что исследователи давно приписывали Вольфу Мессингу. На обороте странная надпись, выведенная карандашом. «Прочти и забудь». Или «Вспомни, но не говори. ». Внутри находился один лист бумаги, пожелтевший, но хорошо сохранившийся. Рукописный текст занимал почти всю страницу, написан аккуратно, будто продиктован. Подпись стояла внизу, в М-1968. Эта дата совпадает с последним публичным выступлением Мессинга, после которого он почти полностью ушел в тень. Письмо не предназначалось для широкой публики, в этом не было сомнений. Оно было адресовано тому, кто однажды увидит слишком много. Исследователи, до которых дошла копия письма, утверждали, что при прочтении текста происходило нечто странное. Некоторые начинали задыхаться. У других резко падало давление. Один из них, психолог по образованию, описал это так. Ты читаешь, а потом понимаешь, что в комнате стало тесно. Как будто рядом с тобой стало что-то еще, чего не было раньше. Официально документ никогда не публиковался. Он не числился ни в архивах КГБ, ни в личном фонде Мессинга. Именно поэтому его существование долго считалось мифом. Но один из студентов философского факультета, который практиковал работу с архивами спецхрана, сфотографировал страницу тайком. Качество снимка было плохим, но содержание оказалось читаемым. С этого момента текст начал циркулировать по эзотерическим кругам. Однако каждый, кто пытался его опубликовать полностью, сталкивался с проблемами. Сайт блокировался. Материалы исчезали. В одном случае у человека сгорел жесткий диск, причем исключительно тот раздел, где лежал отсканированный файл. Другой редактор внезапно сменил номер, удалил все мессенджеры и уехал из страны. Письмо, казалось, не желало быть обнародованным. На вопрос, почему исследователи отвечали по-разному. Одни считали, что дело в энергетике текста. Другие, что в нем содержится знание, которое может изменить саму природу восприятия. Но все сходились в одном. Этот текст — не просто наблюдение, не просто размышление. Это сообщение из-за грани. Мессинг не был обычным ясновидцем. Он не угадывал, он видел, говорил сам. И порой видел то, что не хотел показывать даже себе. По рассказам близких, последние годы жизни он часто говорил сам с собой. Порой шепотом. Порой на каком-то странном языке, который не узнавал никто. Он утверждал, что ночью они приходят. Кто, не объяснял. Однажды сказал, они не из прошлого и не из будущего. Они из того, что между. Само письмо начинается с фразы, которая с тех пор стала почти легендарной. Если ты читаешь это, значит, ты уже умер хотя бы однажды. После этой строчки многие прекращали читать дальше. Те, кто дочитывали, утверждали, что ощущение реальности вокруг начинало распадаться. Часы переставали тикать. Тени начинали двигаться с задержкой. Некоторые чувствовали, будто их кто-то смотрит через бумагу. Как будто текст сам оценивал читателя. «Как экзамен без вопросов», — сказал один из тех, кто рискнул. В середине письма Мессинг якобы описывает то, что находится за тем, что мы называем смертью. Он пишет об этом с холодной ясностью. Без пафоса. Без мистики.
Он называет это растворением. Не души, а восприятия. Он говорит: «Я увидел не тоннель. Я увидел слой. Точка». Этот слой, по его словам, не место, а состояние, в которое мы попадаем в момент, когда тело сдает. Но это не пустота. Мессинг пишет: сознание не гаснет. Оно распаковывается. Точка. Как будто снимаются ограничения. Он описывает, что сразу после смерти мозг еще кричит, а душа уже слушает. Эта фраза повторяется дважды. Почти как мантра. Он описывает, как слышал голоса, не человеческие, не личные. Голоса, сделанные из смыслов, а не из звуков. Голоса, которые не говорили ему, а вспоминали его вместе с ним. Это письмо читали психологи, эзотерики, нейрофизиологи. Никто не смог дать однозначного ответа, фантазия это, бред или опыт. Но каждый, кто его читал, отмечал, текст врезается внутрь. Он не оставляет тебя прежним. Не рассказывает, вспоминает вместо тебя. И в этом самая страшная сила. Физически — это просто лист бумаги. Информационно — это воронка. И чем глубже ты в нее смотришь, тем дальше от себя уходишь. Я долго думал, стоит ли это записывать. И понял, не стоит. Но написал все равно. Так начинается середина письма. На этих строках автор уже не объясняет, он просто говорит. Словно забыв, что кто-то будет это читать. Когда я впервые умер, я не понял этого сразу. Это не было ни сном, ни светом в конце тоннеля. Это было отключение сцены. Точка. Он описывает, как в какой-то момент ощущение «я» перестало быть центром. Оно стало наблюдением, которое никуда не было направлено. Как будто ты не точка, а окружность. Точка. Он не говорит, где это было. Он не говорит, сколько длилось. Он пишет: время — это шутка, которую шепчут живым. Точка. Мессинг утверждает, что за гранью физического восприятия нет ни формы, ни образа, но есть чистое знание, которое тебя не принимает, а просто существует рядом. Он называет это видением без формы. И дальше самая странная часть. Он пишет: после смерти ты не видишь мертвых. Ты видишь то, что они оставили. Точка. Он объясняет, что каждая душа как бы врезается в ткань реальности, оставляя отпечаток. Этот отпечаток нельзя увидеть глазами, но он ощущается, как присутствие, как давление в воздухе. Ты не один, но и ни с кем. Точка. Далее он описывает слои. Это слово он повторяет несколько раз, как будто другого подходящего нет. Ты проходишь не вверх и не вниз. Ты проходишь вширь. Точка. Многие думали, что он говорит о реинкарнации. Но он сам отрицает это в письме. Ты не переселяешься. Ты растворяешься в точках себя. Точка. Он говорит, что видел множество версий себя. Некоторые страшные. Некоторые счастливые. Некоторые чужие, но все равно узнаваемые. И в каждом из этих состояний он чувствовал одно. Я здесь не впервые. Точка. Эта мысль его не пугала. Он утверждает, что страх смерти — инстинкт тела, а не души. Что душа не может бояться того, что уже происходило. Он пишет: тело боится конца. Душа боится возвращения. Точка. Затем он описывает тот момент, когда понял, что не может вернуться полностью. Что после того остается открытая дверь в себе. И что однажды она сама начнет дышать. Он пишет, что после первой смерти начал слышать людей до того, как они начинали говорить. Что видел события на 2 шага раньше.
но не мог ничего изменить, потому что это уже было. Он сравнивает состояние там с картиной, в которую ты входишь, и где ты, сразу вся сцена, но без актеров. Ты и свет. Ты и зритель. Но самое важное, он пишет, что там нет Бога, в привычном смысле. Он говорит, я не видел фигуру. Я почувствовал закон, и в этом было больше ужаса, чем утешения. Он называет это нейтральным дыханием всего. И говорит, тебя не судят. Тебя просто видят. И не вмешиваются. Это был момент, когда, по его словам, он понял. Ты — это не тот, кто жил. Ты — это тот, кто помнит, что жил. И вот здесь начинается то, что исследователи называют психологическим сдвигом письма. Текст становится менее структурированным. Строки начинают повторяться. Например, «Они знают». «Они знают». «Они знают, кто идет». И ты тоже знал, просто забыл. Теперь вспомнил. Он описывает встречу. С кем, не уточняет. Но называет это собеседником, сделанным из звука. Он говорит, что этот голос не принадлежит никому. Но его слышат только те, кто уже начал выходить. И что именно этот голос зовет по имени в момент перед смертью. Эти строки вызывают тревогу даже у самых скептичных читателей. Потому что он пишет: «Ты слышал его уже. Просто не вспомнил. Финал этой части письма сбивает дыхание. Он говорит: «Я не умер. Я просто не вернулся. И ставит точку. Никто не знает, когда именно Мессинг написал это письмо. На листе указана дата — 1968 год. Но почерк, тон, стиль — все указывает на гораздо более поздний период. По словам архивистов, в его личных бумагах до конца 70-х появляются фразы, совпадающие с формулировками из письма. Фраза «смерть» — это не точка, это смена функции, повторяется трижды в разных записях. Однажды он даже записал: «Это письмо еще рано читать». Но рано для кого? Для читателя? Или для самой эпохи? Есть версия, что Мессинг передал письмо лично одному из сотрудников КГБ. Его звали Николай Сергеевич М. И спустя 2 года после этой встречи он исчез. Официальная версия — ушел в монастырь. Но следов его больше никто не видел. Его семья получила телеграмму: «Я ухожу туда, где все уже было. Считается, что именно этот человек впервые показал письмо специалистам. После этого документ немедленно засекретили. И дали ему кодовое имя — «Матрица-9». Это не шутка. Есть референции в некоторых закрытых архивах под этим кодом. Но доступ к ним невозможен. Почему власти испугались этого текста? Что может сделать страница бумаги с почерком старика? Ответ не в содержании, а в результате. Среди тех, кто читал письмо, было несколько психологов, 2 военных и 1 физик. Все 3 исчезли из публичного поля в течение 2 лет. Кто-то уехал, кто-то перестал выходить на связь. Один из них, Александр Т., оставил перед уходом записку. Всего 3 слова. «Я увидел формулу. До сих пор никто не знает, о чем шла речь. Но есть предположение, что Мессинг в письме описал не только опыт смерти, но и структуру перехода между слоями сознания. Что это значит? Если представить, что сознание — это система с частотами, то уход — это просто настройка на другую волну. Тот, кто может в это состояние входить, не умирает. Он начинает перемещаться между жизнями.
Мессинг упоминает это в одной из фраз ближе к концу письма. Тот, кто вспомнит, не умрет. Он просто перестанет бояться двери. Именно эта строка стала причиной, по которой письмо было признано потенциально опасным. Массовая утрата страха смерти — это утрата управления. Так посчитали в органах. Тот, кто не боится смерти, перестает бояться системы. А такой человек уже вне контроля. В 1985 году в одном из институтов был проведен закрытый эксперимент. Добровольцам читали отрывки из письма под наблюдением психофизиологов. Через 12 минут у 3 из 5 испытуемых начались эпизоды дежавю, паника и ощущение выхода из тела. Эксперимент свернули. Материалы уничтожили. Официальный отчет так и не появился. Остался только слух, что один из испытуемых вышел из кабинета, подошел к зеркалу и сказал: «Меня здесь не было. Именно после этого письмо было окончательно изъято. Но, как это всегда бывает, копии уже разошлись. Одна из них — та, которую ты почти дочитал. Мессинг завершает письмо странной и страшной фразой. Она стоит в самом конце, отдельно от всего текста. Без даты. Без подписи. Если ты понял, ты уже снаружи. Не говори никому. Пусть дойдут сами.